Друзья, всем здорово! Это извечная проблема, наверное, как отличить оригинальную бейсболку New Era от подделки. Сейчас очень много видео уже на эту тему снято. В англоязычном ютубе я видел много роликов, и в русскоязычном ютубе тоже немало роликов на эту тему. Ну и частенько там люди покупают новую модельку, да, которая сейчас продается, показывают этикетки и рассказывают, что там какие-то шрифты сравнивают и рассказывают, что вот смотрите, вот такие вот должны быть, вот такие шрифты, вот такие этикетки, там какие-то голограммы, еще что-то. Если не такая, как у меня, то это паль. Но это немного нечестно даже по отношению к своим зрителям. За свою столетнюю историю компания New Era сделала огромное количество бейсболок. Очень часто они меняли логотипы, поэтому утверждать, что вот такой логотип, как у меня, это оригинал, а все остальное паль, ну это немного нечестно, как бы неправильно. Если уже решился снимать такое видео, то нужно разобраться, я так думаю, до конца, хотя бы немного. И у меня были такие моменты, когда я снимал видео когда-то по бейсболкам Ральф Лорен, ну и чувак мне пишет, типа, спасибо, братан, купил бейсболку из Европы, она приехала, а потом включаю YouTube, какой-то там малолетка рассказывает, что вот видите, вот такие должны быть этикетки, а если другие, то это паль. Чувак говорит, типа, расстроился, блин, купил такую дорогую бейсболку, она, оказывается, подделка. Потом начал искать, говорит, нашел ваше видео, оказывается, не все так однозначно. Ну, во многих брендах, да, такие вот моменты встречаются. И много видео я вижу, не только по бейсболкам, где люди утверждают, что вот такие вот должны быть, если не такие, то значит у вас паль. Ну, это нечестно, ну, я не знаю, то есть, это неправильно. Но такие этикетки вам могут попасться. Это этикеточка старого образца. Ну, вот этикетки нового образца. Единственное, что не знаю, в какой-то момент, где-то в 2019 году приблизительно, ну, плюс-минус, этикетки нового образца приобрели еще, добавилась голограмма. Вот такая вот горизонтальная полосочка, либо внизу она может быть, либо вверху. Поэтому, если будете покупать бейсболочку где-нибудь на официальном сайте, либо на сайте, где продают новые бейсболки, то вам уже придет бейсболка вот с такими этикетками, с голограммками. Ну, как видите, на этикетках нового и старого образца разница несущественна. Раньше на старых этикетках был черный лого на белом фоне, потом цвета поменяли и сейчас наоборот. Белый лого на черном фоне. Ну а так все осталось точно так же. По размеру они в принципе одинаковые, 28 мм на 13 мм. Бирка с размером раньше была на черном фоне, белые цифры в белой рамочке. На 33 мм на 17 мм. На новых этикетках цифры с размерами изменились, изменился шрифт. Ну и размер шрифта раньше был десятка, сейчас стал 12. Информационные бирки в принципе остались одинаковые. Единственное, что изменилось, на старых моделях сначала писали страну-производитель, а потом название материала. Ну а сейчас наоборот. Сначала пишут название материала, потом пишут страну-производитель. Ребят, ну я хочу показать по лентам. Вот у меня модельки старого образца. Вот бейсболочка новая, шерстяная, со старыми этикеточками. Это не говорит о том, что она поддельная, просто это старые этикетки старого образца. Вот такие вот ленты были раньше на старых бейсболках. Здесь присутствует название модели, флаг компании такого же цвета, как на главной этикетке. Ну и есть еще надпись Originators of the Tri-Fitted. Причем в зависимости от фабрики эта надпись может немножко меняться, могут быть разные шрифты. Но у меня все вот такие вот в основном попадаются бейсболки на барахолках, там вот такие вот надписи на них такого же шрифта. Но в принципе шрифты могут быть разные. Могут быть больше, могут быть меньше. Раньше как-то по этому поводу не парились, производили на разных фабриках по-разному. Ну не знаю, с чем это связано, в общем-то. Ну так действительно было. Вот старые этикеточки. Это все модельки старого образца. Если же посмотрим на модельки нового образца. Вот у меня моделька уже нового образца. Уже с голограммками. Здесь вот такие вот ленты. Присутствует название модели, флаг компании. Такого же цвета, как и на главной этикетке. Ну, больше ничего нет. Надписи все убрали. В принципе, сейчас делают идентично. Пришли к какому-то единому знаменателю. На всех фабриках производят одинаковые ленты. Это моделька нового образца уже, но со старыми лентами еще, вот голограммки еще нет. Ну, ленты уже вот такие же, как на всех бейсболках. То есть они сейчас все одинаковые. Ни у кого не возникает никаких вопросов. Все идентично. Бейсболочка тоже новая. Кстати, шерстяная, офигенская бейсболочка. Ну, еще вот без голограммок. С этикетками старого образца. Ну и обратите внимание, еще на всех бейсболочках под флагом New Era присутствует такая надпись. Опять же, эта надпись может быть, может ее не быть. Надпись может быть другая.
То есть в какие-то годы эти надписи менялись, они были разные. Компания New Era в первую очередь базируется на создании одежды и амуниции для спортивных клубов, поэтому какие-то события в мире спорта могут отображаться на одежде, в частности вот на бейсболках, да, то есть это было какое-то событие в мире спорта, добавили такую надпись. Но надписи могут быть разные, то есть если будете брать на барахолке, может попасться еще какая-то надпись. Чуть позже я вам об этих надписях покажу. Хочу показать вам статью, которую нашел в сети на просторах интернета на английском языке, где автор, так же как и я, пытается разобраться в этой каше этикеток, которые существовали. Он приводит хронологию всех этикеток, начиная со дня основания компании по сегодняшний день. Опять же, автор пишет, что сам не нашел конкретной информации, какие когда этикетки были, поэтому есть небольшой разброс по годам. Я не буду затягивать время, кому интересно, ссылку статьи оставлю в описании. Я же покажу вам года, которые нас интересуют. Кстати, этикетки, которые автор показывает, я нашел в продаже. Вот такие вот бейсболочки 93-97 годов, в принципе, уже можно купить. Те, которые еще более старые модельки, я тоже нашел на всяких там коллекционных сайтах, где продают именно коллекционные вещи. Эти модельки можно купить. Я не верил на слово автору, все перепроверил. Эти этикетки, бейсболки с такими этикетками действительно продаются, то есть они существовали, их довольно-таки немало. Вот такие вот модели я нашел на eBay, не задорого, в принципе, за 20-25 долларов такую бейсболку можно купить на eBay старую, ну, нас такие особо не интересуют. Вот такие модельки, кстати, цветные тоже, в общем-то, можно купить. Кстати, такие уже бейсболочки попадались мне когда-то в секонд-хенде, может быть, они сейчас есть, но их уже довольно-таки мало. Вот мы подошли уже к моделям 2005 года, которые уже можно купить на сайтах-барахолках, даже в новом состоянии. Вот посмотрите, нашел бейсболку, офигенная, новая, со старыми этикетками. Если вам такая попадется, можете смело брать, это не паль, просто это старая моделька. Бейсболочка, кстати, сделана в США. С 2019 года бейсболки в США для массового потребления уже не производятся. Ну вот видите, офигенская бейсболочка, в принципе, мне очень нравится, она новенькая, ну старого образца, не принципиально, думаю. Вот видите, какие ленты, надпись Originators of the Tri-Fitted, немножечко меньше, вот, чем те, которые я показывал, шрифты, да, на лентах, но эта надпись присутствует. И, кстати, еще присутствует надпись New Era Fits на ленте. На моделях моих такой надписи не было, уже более новых. Ну вот мы подошли к моделькам 2006-2008 годов, которые сейчас попадаются в огромном количестве, в любом состоянии. Вот обратите внимание, под флагом New Era надпись Performance Hardware. То есть была еще такая надпись. Ну и вот автор пишет, что есть 4 варианта. И, к сожалению, пока невозможно сказать, какие из тегов используются каждый год. Бирки с надписью Performance Hardware под сине-белым логотипом New Era кажется наиболее распространенным вариантом. Поэтому, если вам попадется бейсболка с какими-то другими надписями под флагом, в общем-то, не парьтесь. Это оригинальная бейсболка. Их было, в общем-то, много слоганов. Какой конкретно в какие годы использовался, автор тоже в этом не разобрался. Идем дальше. 2009-2011 год. Вот автор пишет, что после использования 4 тегов в течение 2 лет наконец возвращается к одному стандартному дизайну. И под флагом New Era появилась надпись Cool and Base. Такие бейсболочки тоже я находил в продаже. Вот я сохранил фотографию. В принципе, такие надписи тоже есть. Если вам попадется такая бейсболка, это тоже оригинал. Ну и вот 2012-2016 год. Вот такой вид приобрели этикетки на бейсболках. Уже тот вид, который мы знаем по сегодняшний день. Это уже как бы новые модели. Ну и появилась надпись Fly on your flag. Подними свой флаг. Автор рассказывает, почему она появляется. В общем-то, не суть важно. Ну и 2016-2019 год. Автор пишет, что слоган «Подними свой флаг», Fly on your flag, исчезает с тега New Era, а текст страны происхождения материала на обратной стороне тега меняется с полужирного на более мелкий шрифт. Ну и по нынешнее время бирки остаются такими же, в какой-то момент добавляется голограмма. Друзья, ну вот еще одна статья, которую я нашел, коротенькая, на английском языке. Тоже ссылочку оставлю в описании, кому будет интересно, зайдите, посмотрите, почитайте. По поводу шрифтов. Вот человек приводит в пример свою бейсболку образца 2011 года на американского производства, ну и бейсболку товарища, которая была сделана в Китае. Показывает разницу между ними, там разные фотографии, да, то есть там какие-то строчки меняются. Ну, нам интересны вот шрифты на лентах. Вот он пишет, что шрифты на лентах американского производства немножко меньше, чем шрифты на лентах китайского производства. Ну, как-то так.
Ну и покажу вам несколько фотографий, которые я накидал с разных сайтов. К примеру, на OLX огромное количество оригинальных бейсболок, причем подделок не так много, именно выдают поддельные бейсболки за оригинал. Ну где-то каждая 10-я это подделка. На Авито огромное количество подделок, больше, я бы сказал, чем оригинальных бейсболок, причем они стоят там столько же, сколько и на eBay, да, на eBay в основном все бейсболки оригинальные, подделок как-то вот я не находил. Ну и ценничек где-то там в районе $20 можно купить классную бейсболку. Точно так же и на Авито. За 20 баксов, в принципе, можно найти нормальную бейсболку, оригинальную, ну дешевле там в основном всякий хлам. Ну и огромное количество подделок, причем я заметил, что те, кто выдают подделку за оригинал, все часто купили в Америке. То есть у всех купил в США, не подошел размер, продаю за ненадобностью. Причем продает там, ну, на OLX вот там продает за $10-12, купил в Штатах там, она стоит $30, 37, там 35. Ну, может быть, там можно купить за 20 чем-то там на какой-то распродаже. Ну, уже подозрительно, да, выглядит. То есть купил за 30, продаю там за 10, это уже подозрительно. Ну и все эти объявления, типа там купил в США, уже выглядят подозрительно, я всегда их тщательно перепроверяю. Поэтому будьте очень внимательны, просите дополнительные фотографии людей, которые хотят обмануть, очень много. Ну и вот посмотрите, какие бейсболочки я нашел. К примеру, вот моделька, офигенская бейсболочка в голубом цвете. Это старая моделька, вот старые этикеточки. Ну все четенько, да, я посмотрел, претензий особых нет. Такие же ленты, вот как я вам показывал, с надписями Originals The Try Fitted. На этикеточке информационной сначала идет страна-производитель, потом название материала, все правильно. Ну, то есть претензий не вижу, в принципе, бейсболка оригинальная, можно покупать. Вот следующая бейсболочка, тоже офигенская бейсболка. Бейсболка новая, старого образца, со старыми этикетками, тоже с такими же лентами, голограммка какая-то наклеена. Ну, то есть бейсболочка новая, продавец просит $15, довольно-таки недорого. Вот классная бейсболка, тоже неплохая, старого образца. Ну, тоже все четко. Причем, видите, лента уже нового образца, надписей нет. Ну, то есть такое тоже может быть. Ну, этикетки еще старого образца. Ну, бейсболка классная, то есть я вижу по качеству, что все сделано аккуратненько, претензий нет. Вот так вот этикеточки выглядят. Думаю, бейсболочка оригинальная, в общем, можно покупать. Ну, а вот посмотрите, какую бейсболочку нашел тоже в объявлениях. Сама бейсболка неплохая, в принципе, вроде бы по виду это даже шерсть. Ну вот, стрёмные этикетки. Этикетка с флагом New Era уже нового образца. Этикетка с размером еще старого образца, да, в рамочке в белой. Ленты уже нового образца. Ну, вот эта бейсболка какая-то подозрительная. Причем по фотографии я вижу, что это с виду стопроцентная шерсть. Да, материал похож на стопроцентную шерсть. Ну, какая-то она стрёмная. То есть, может, в какой-то момент даже нашивали вот такие вот этикетки. Какой-то переходной период был. Не знаю, такой информации нигде не нашел. Ну, я бы такую не покупал. В общем-то, она какая-то стрёмная. Ну, вот по новым бейсболкам. Классная бейсболочка, пираты. Тоже что-то около $15 продавец хочет. Бейсболка новая, уже нового образца этикеточки. Ну, четненькая. Вот таких бейсболок огромное количество. Они очень дешевые. Ну, по крайней мере, на OLX дешевые. На Авито я находил там не такие дешевые, где-то в районе $20. На OLX можно взять там долларов за 10. Ну, вот бейсболка стоит $10. Продавец хочет за нее. Это бейсболки с каких-то мировых чемпионатов. Они новые. Их очень много разных, вот такие с боковыми патчами, патчи такие резиновые. Когда-то они у меня были, я их много покупал. А вот посмотрите, какую бейсболочку нашел, офигенская. Я когда-то хотел такую заказать, искал на официальном сайте, ее не нашел. Там, ну, короче, не нашел я эту бейсболку, но она мне очень нравилась. Продавец хочет за нее $6. Офигенская бейсболочка, даже мой размерчик, $6, это вообще ни о чем. Вот классная бейсболочка, продавец хочет $10 за нее. Бейсболка оригинальная, можно брать. Этикетки уже нового образца. Ну вот бейсболочка, тоже неплохая, горчичного цвета. Этикетки уже нового образца. Ну, в общем, классная, тоже что-то $10 за нее хотят, можно тоже брать. Вот нашел на Авито объявление, за нее хотят $20. Немножко помята, я смотрю. Ну, в принципе, неплохая, то есть это оригинальная бейсболка тоже. Этикеточки, все ровно. Ленты соответствуют действительности. Неплохая, в общем-то, тоже можно брать.
Ну и давайте пробежимся по подделкам. Ну вот, к примеру, Chicago Bulls. В объявлении написано, что это оригинал, New Era. Ну и посмотрите, как выглядит изнутри. То есть, ну тут сразу видно, да, что это подделка. То есть какие-то ленты говняные, неровные, надписи непонятные. Ну, в общем, понятно сразу, что это не оригинальная бейсболка. Причем за нее там хотят что-то тоже $10 за это говно, которое не стоит, в общем-то, таких денег. Вот бейсболочка. Ну так с виду неплохая. Сразу обратил внимание на то, что количество строчек на козырьке не соответствует оригинальному количеству строчек. На всех оригинальных бейсболках их должно быть 8. И на старых, и на новых бейсболках. Ну а здесь 6. Ну тут сразу понятно, что что-то уже не так. Да, на месте флага New Era здесь нашитый Batterman. Уже что-то не так. Может быть, такие, конечно, модели выходили в оригинальных бейсболках. Ну посмотрите, как сделано дальше. Изнутри какой-то корявый козырь. Ну, короче, тут все, в общем-то, очень плохо. Китайцы нафигачили. Ленты неровные, надписи какие-то не такие, как должны быть. Какие-то они кривые все. Да, козырек как-то сделанный неровно, комки. Ну, в общем, тоже хотят. Тоже написано, что это оригинальная бейсболка. Написал, кстати, продавцу. Мне никто не ответил. Вот такая бейсболочка. Ну, так с виду неплохая, да. Ну, вот посмотрите, как сделано изнутри. Ленты корявые, какие-то надписи непонятные. Ну, в общем, сразу видно, что это не оригинальная бейсболка. Вот неплохие бейсболочки, с виду так даже оригинальные. Ну, посмотрите, как дальше сделано. Меня смутили вот эти комки на козыречке. На оригинальных бейсболках тоже иногда такое попадается. Там, да, небольшие косячки есть. Ну, такие прям большие комки, вот как-то вот у меня не было таких бейсболок. Ну, и на черной тоже такая же фигня. Вот видно, тоже такие комки. Посмотрите на то, как выглядит она изнутри. Сам логотип компании, да, как-то вот он прям прошит нитками. Обычно, ну, такого не бывает. Ну, может быть, какие-то косяки бывают иногда, но тут прям по всем логотипам прошлась нитка, неровно пришита. Плюс сами надписи на лентах тоже какие-то неровные. В общем, вызывает какое-то подозрение. Это бейсболка. Я бы такие не брал. Вот, посмотрите, бейсболочка тоже на Авито нашел. Таких очень много, кстати. Так, с виду вроде ничего, да, но сразу бросается в глаза этикетка 950. Хотя это не 950, по идее, должна быть моделька 940. Ну и дальше, вот смотрите, как выполнено изнутри. В принципе, довольно-таки неплохо, аккуратненько. Но видно, что этикетка не соответствует действительности. Надписи на лентах какие-то не такие, да, то есть флаг New Era выглядит совсем не так, ну, то есть это не оригинальная бейсболка, какая-то подозрительная. А вот нашел бейсболочку, тоже такую черную, здесь уже все четко, да, этикеточка 940, как и должно быть. Ну и вот как выглядит изнутри. Кстати, что я заметил, на всех оригинальных бейсболках ленты, они сделаны из такой атласной ткани, да, атласная ленточка, и на ней нанесены там логотипы. Ну, обычно на китайских бейсболках такого не бывает. Обычно китайцы там вставляют обычную такую тканевую ленту. Но вот здесь, на этой подделке, я вижу даже, да, что вот она, по фотке видно, что она блестит. Тоже какая-то атласная. То есть, ну, есть такие неплохие ленты даже на подделках. Ну, тоже что-то такое, ну, стрёмная, короче, стрёмная бейсболка. Я бы такую не покупал. Вот посмотрите, кстати, нашел еще со старым логотипом бейсболка. Ну, это подделка, но со старыми логотипами тоже попадаются. То есть китайцы скопировали с какой-то старой бейсболки. В общем, подделочные бейсболки видно невооруженным взглядом. В общем, объявлений таких очень много. Плохо, конечно, что люди часто пытаются продать подделку как оригинал. Немалую цену просят в некоторых объявлениях. Ну, я думаю, не так уж сложно даже по фото понять, оригинальная это бейсболка или нет. По ткани хочу сказать, вот шерстяная бейсболка. Таких бейсболок из такой ткани в подделках я никогда не встречал. Это стопроцентная шерсть. Я уже рассказывал не раз, как ее проверить. Просто немного припалить зажигалкой, да, по запаху вы поймете, будет пахнуть паленым волосом, что это шерсть. Такого качества тканей на подделках просто нет. Это очень дорогая ткань шерстяная. Ну, я не видел никогда таких бейсболок подделочных. По полиэстру тут, конечно, немного сложнее. Но опять же, это очень дорогая ткань, она высокотехнологичная, китайцы такую не используют. Я очень долго торговал различными бейсболками, да, подделками всякими, искал, где бы купить там покруче качества. Качество есть, конечно, разное, очень классные подделки есть, но именно из такой ткани я никогда бейсболок не встречал, поддельных там, или вообще каких-нибудь китайских просто. То есть это очень дорогая, качественная ткань, она очень ноская, очень долго она держится. Некоторые бейсболки у меня есть, которые я ношу уже там больше 10 лет. Они не выгорают, не кошлатятся. То есть очень классная ткань. Ну, чтобы сравнить с подделкой, к примеру. Вот, к примеру, есть у меня подобная подделка. В принципе, из неплохой ткани она сделана.
так сразу по виду даже не скажешь, да, то есть она, в общем-то, довольно-таки неплохая. И есть такие дешевые ткани, типа китайского акрила, он такой ломкий, видно, ну, сломы на ткани. Но эта ткань такая более дорогая, в общем, с виду так сразу не скажешь. Но что хочу сказать по этой ткани, кстати, эта бейсболочка тоже вот типа под New Era, видите, какие этикеточки, какие-то козлячие тоже. Неаккуратно все сделано, ну сразу видно, что это не оригинальная бейсболка, но именно ткань довольно-таки неплохая. Как ее определить? Здесь нужно только пощупать, конечно, взять в руки, но в принципе, да, таких вот тканей есть у меня несколько, вот покажу. Вот посмотрите, эта бейсболка новая, даже никто еще ее не носил, но она уже вот сама по себе, что ли, покошлатилась. То есть, если эту ткань немножечко потереть, она мгновенно кошлатится. Она такая мягенькая, в принципе, довольно похожа на оригинальную ткань. Но если взять в руки, да, вот ее сразу видно, она уже такая кошлатая сама по себе. То есть, это не оригинальная. И она быстро выгорит. Оригинальная же ткань долго не кошлатится, она очень качественная. Что еще хотел сказать по подкладкам. Вот такие подкладки на всех оригинальных бейсболках. Ну, с чем сравнить эту ткань? Я бы сказал, она похожа на ткань, из которой делают робу. Такая хлопковая, скорее всего, да, то есть это такой плотный катон. У нас рабочую одежду делают из такой ткани, то есть она очень ноская, очень долго она держится, она не кошлатится. Опять же, вот на подделках вот такие вот ткани в основном вставляют, то есть это такая какая-то вот обычная тряпка, тоже она очень сильно кошлатится. Есть что-то похожее, вот на этой, кажется. То есть похожая на оригинальную ткань, но тоже немножечко не такая, она тоже вот, видно, что она кошлатится, вот вылазит даже. Ну, может быть, конечно, используют что-то покачественнее, ну, в принципе, на это просто нужно обращать внимание, что ткань, вот, ее даже по фотографии видно, она такая вот плотная, качественная, ну, типа как на наших робах. Плотный такой качественный катон. Ну, и вот если заглянем под подкладку, на всех оригинальных бейсболках, вот этот стык, ну в данном случае на фуллкэпах только, да, то есть на снэпбэках такого, конечно же, нет. На фуллкэпах вот этот стык находится под этикеткой размера. На всех оригинальных бейсболках, сколько я пересмотрел, под подкладкой поднимаем, этот стык находится под этикеткой размера. Везде. Вот, что на новых моделях, что на старых моделях. Вот этикеточка размера. Ну и вот он этот стык. То есть все сделано идентично. Ну и на что еще хотел обратить внимание. Опять же, все сделано по одной и той же технологии. Вот посмотрите. Идет подкладочная ткань. Потом идет такая стекловолоконная сетка. Беленькая. Ну может быть черная. Но у меня все белые. Ну может быть еще какого-то другого цвета используют. Стекловолоконная ткань и поролоновая прокладочка. На всех оригинальных бейсболках так сделано. Ну вот опять же на подделке. Посмотрите как сделано. Во-первых, стык находится не в том месте, где в оригинальных бейсболках, да, вот он находится здесь, может быть где угодно. Ну и вот если посмотрим именно в торец, то стекловолоконной сетки здесь нет. То есть просто поролон, это дешманская подкладочная ткань, кстати, она даже рвется кусками. Ну, в общем, не так, как в оригинале. То есть легко, в общем-то, проверить, тоже такой нюанс. Ну и еще на что хочу обратить внимание. Сейчас вот новые бейсболки, в основном на всех начали вставлять вот такую вот подкладочную ткань, вот эту вот. Она дешманская, конечно, мне не очень она нравится, она так сильно кошлатится, ну вот. Где-то у меня есть бейсболка из новых моделей, и вот эта фигня за год или два носки покошлатилась, и уже прям вылазит из-под подкладки. Ну, в общем, это некачественная ткань. Ну, видимо, удешевляют производство. В принципе, это не очень принципиально. Но на новых моделях, в основном, на всех уже вот такая вот ткань используется. Если же посмотрим на старые модельки. Вот, к примеру, старая моделька. Здесь у меня вставлена вот такая вот ткань. То есть, это такой типа полиэтилена, но он немножечко с такими микропорами. То есть, это не совсем полиэтилен. Это небольшие микропоры, и они дышат. То есть, здесь дырочки маленькие в этой ткани есть. Таких у меня очень много бейсболок с такой подкладкой. Ну, не знаю, кто, когда конкретно использовал, какие заводы использовали именно такую подкладку. Но их очень много. Вот, к примеру, бейсболка тоже с такой подкладкой. То есть у меня есть, ну, скажем так, 50 на 50. То есть есть такие, есть еще вот такие вот подкладки. Вот тоже моделька старого образца. Здесь вставлена вот такая вот подкладочка. Такая вот типа, ну, сеточная ткань. То есть, ну, есть такие вот полиэтиленовые.
конкретно когда, на каком заводе использовались эти подкладки, непонятно. Ну, в общем, это не говорит о том, что это подделка, это оригинальная бейсболка. Просто раньше разные заводы ставили разные подкладки, сейчас как-то все пришли к единому знаменателю и ставят уже одинаковую подкладку на всех заводах. Ну вот тоже, кстати, такая же, да, то есть старая моделька, тоже такая подкладка. Вот еще есть у меня детские бейсболочки, я их когда-то снимал. Кстати, писали в комментариях, что это у тебя не оригинал, подделка. Это такая же качественная плотная ткань, стопроцентный полиэстер, такой же, как вот и на взрослых бейсболках, то есть он одинаковый. Ну, если заглянем вовнутрь, то есть это уже нового образца этикеточки. Точно так же под этикеткой размера находится стык. По той же самой технологии сделана подкладка. Да, вот стекловолоконная ткань, поролончик. Ну, все точно так же, как и во всех бейсболках. Ну, его это и так. Единственное, что здесь вот такая беленькая вставочка. Ну, все то же самое. То есть, также под этикеткой размера находится стык. Все идентично. Поэтому уже если попадется вам в руки бейсболка, то в принципе можно по этим признакам тоже, да, посмотреть, понять, оригинальная это бейсболка или нет. Ну, на крайняк просто можете взять свою бейсболку, зайти в любой магазин головных уборов, где продаются там разные, да, бейсболки, и посмотреть по качеству ткани. Сомневаюсь, что вы найдете вот именно такого качества ткань, то есть таких не будет. Хлопковые бейсболки, конечно, подделывают очень классно. Хлопок довольно-таки дешевый материал, поэтому из хлопка делают очень качественные подделки. Но именно по таким технологичным тканям, типа полиэстер или стопроцентная шерсть, да, то есть она очень дорогая, эта ткань. Поэтому, ну, подделок именно из таких тканей я не встречал. Просто потому, что, я думаю, в этом нет смысла. Они будут стоить столько же, сколько и оригинальные бейсболки. Ну, пусть там на пару долларов дешевле, но кто их будет покупать оптом, такие бейсболки никто покупать не будет. Тогда уже лучше взять оригинальную бейсболку. Ну, в общем, как-то так, друзья. Думаю, все рассказал. Если что-то кому-то непонятно или что-то сказал неправильно, пишите в комментариях. Вместе придем к какому-то единому выводу. За всю свою столетнюю историю компания New Era наделала огромное количество различных моделей, использовали там разные подкладки, да, этикетки меняли очень часто, поэтому тут немного сложновато разобраться, что, когда и конкретно, в какие годы и на каких заводах делали. Но, в принципе, довольно-таки несложно понять, оригинальная у вас бейсболка или нет. В общем, как-то так, друзья. До новых встреч. Пока-пока.